Друзья, вы решили сыграть зону 21. Напоминаю, колесо рулетки я разделил на 8 зон. Посмотрите фото. Итак, зона 0 напротив 10, зона 6 напротив 9, зона 1 напротив 21 и зона 11 напротив 28. Давайте посмотрим, как мы можем обыграть зону 21. Конечно, идеально поставить по треку в номер 21. Для большей ясности буду дублировать на колесе рулетки. И если шарик остановился в диапазоне этих 5 номеров, конечно, это колоссально. Но как часто так бывает? Но вы, конечно, прекрасно знаете. Потому что шарик, допустим, возьмет и остановится в номере 15. И ваш сосед 21 не достает, как говорится, одним номером. Да, если вы играете сосед по 5, ну где-то как бы не так страшно, а если по 500 и выше. Поэтому я предлагаю вам присмотреться к ставке. Эту ставку я назвал точечная ставка. Посмотрите, как она выглядит. Вы берете два соседа и удваиваете выбранный номер. В нашем случае это номер 21. И уже сосед 19 достает до номера 15. Чем хороша точечная ставка? Во-первых, она не привязана к 8 зонам. Чуть позже вам покажу, что я имею в виду. То есть вы можете по всему полю выбрать какой-то номер. Ну, для примера, допустим, решили, что будет номер 1. Выпадет номер 1 после броска дилера. Удваиваете номер 1. Если шарик остановился в номере единички, то есть вы правильно выбрали сектор, а здесь мы как раз таки и учимся определять, где остановится шарик после броска. Поэтому просматривайте мой контент «Секрет рулетки Сердце-Лайф». Я потихонечку веду вас к главному секрету, где же остановится шарик. Продолжайте мои просмотры. И, естественно, у вас будет выигрышная ставка. Если вы хотите, чтобы все номера удваивались в выбранном вами секторе, это очень просто. Нужно понять сам принцип. Нужно поставить два соседа, но с внешней стороны. Выглядит это так. И уже все номера у вас удваиваются. Точечная ставка, она хороша, особенно для повтора. Так же, как и можно выбрать какой-то сектор, и также поставить точечную ставку. А в поле, сейчас, секунду. А в поле вы можете также усилить свою ставку. Для этого я предлагаю вам два варианта. Первый вариант – это неделимые номера. Меня часто спрашивают, что такое неделимые номера. И второй вариант – это быстренько один движение. Вот посмотрите фото «Неделимые номера». Итак, смотрите. Вы выбрали, опять же, зону 21, мы рассматриваем, что нужно усилить именно в зоне 21. Ставите сначала 2, 21, 25. Затем с одной стороны у нас правее это будет 4, 15, 19. А с другой стороны 6, 17, 34. И вы повторяете эту точечную ставку уже в поле неделимыми номерами. При быстром движении, если хотите, после броска время мало, вы никогда не пропустите номер. Вот это особенность неделимых номеров. Когда вы выучили, что 6, 17, 34 это как одно целое, 2, 21, 25 это тоже как одно целое, то вы никогда не пропустите номер. Никогда. Но бывает так, что здесь такие столбы стоят, народу много, надо научиться. Второй вариант – это одним движением надо поставить. Выглядит это так. Желательно запомнить именно как фигуры. И тогда вы быстренько успеете поставить еще и усилить. Даже если вы не успеете, все равно ваша ставка, если вы правильно угадали, будет хорошая и будет выигрышная. Но бывает так, секунду.
что и точная ставка может не сыграть, потому что шарик, допустим, взял и остановился в номере 6. И, как говорится, опять одним номером вы не достали. Поэтому я предлагаю вам присмотреться еще к одной ставке. Эту ставку я назвал «Ставка 3 соседа». Выглядит она так. И уже сосед 6 достает, или, скажем, остановился именно на ваш сосед упал номер, шарик. Итак, чем хороша ставка 3 соседа? Во-первых, она привязана к 8 зонам. Давайте еще раз покажу фото. То есть у нас 8 зон, нужно выучить 8 комбинаций. Вот, допустим, зона 21, понятно, да? 21,06, а в зоне 0 это будет 0, 21, 28. То есть ставка 3 соседа привязана к 8 зонам. Вам нужно выучить только 8 комбинаций. И вы уже не привязаны ни к Тиеру, ни к Альфа-Лайнсу, вообще никому не привязаны. Гуляйте по всему полю, только правильно определяйте сектор и все. А если вы хотите усилить, допустим, то, пожалуйста, добавляйте где-то в районе, то есть 21 это основной, это золото, 6 и 0 это бронза, а в середине это как раз серебро. Пожалуйста, добавляйте, но желательно пропорции ставьте так, что если он упадет, допустим, 27, в общем, выплата была все-таки плюсовая. Это уже, как говорится, ваша рука, ваша владыка. Я вам показываю лишь сам принцип. А в поле, если вы хотите сыграть эти же 15 номеров, нужно играть только одним движением, потому что если будете играть неделимыми номерами, это будет несколько дольше, вы можете не успеть. Выглядит ставка 3 соседа 21,06 поле таким образом. Вот я поставил одним движением эти 15 номеров. Почему это желательно знать? Бывает так, что все, кончились деньги, остались только поставить в поле 15 фишек, и вы уже понимаете, что пришел ваш дилер, и вы сейчас можете с 15 номеров поднять миллион, допустим. Поэтому это надо выучить, и это легко запоминается, и уже можно машинально все это сделать. Но бывает так, что пришел дилер, но скачет у него шарик, вроде падает 21, и взял и отлетел, допустим, в номер 35. И даже такая замечательная ставка, как 3 соседа, вы закрываете 15 номеров, не достает опять же одним номером. Поэтому я предлагаю вам присмотреться еще к одной ставке. Эту ставку я назвал ставка в полколеса. Выглядит она так. То есть, так же, как и точечная ставка, вы удваиваете номер 21, и затем края без наложения, без пробелов, вы ставите еще 3, 13. И так получается ставка в пол колеса 19, 25, 3, 13. Сейчас я вам покажу еще и фото. Обратите внимание. Итак, зона 21, 19, 25, 3, 13. Это ставка в пол колеса, также привязана к 8 зонам. Гуляйте по всему полю, только 4 соседями. Ставите чуть-чуть больше, выигрываете чуть-чуть меньше, но иногда бывает это полезно. Лучше выиграть чуть-чуть поменьше, чем проиграть всю ставку. А в поле в данном случае, я все-таки думаю, уже 19-15 номеров нет смысла ставить. Вы и так как бы достаточно большое количество поставили соседи. Просто выберите какой-то уже в этом диапазоне, поставьте какие-то там 2, допустим, неделимых номера. Ну, думайте, что был шпиль, может где-то ближе к шпилю пойдет шарик. Поэтому вы можете поставить неделимые уже номера 0, 26, 32. И если вы уже выучили неделимые номера, вы знаете, что если идти ближе к 21, то это будет следующая связка 3 номера 4, 15, 19. И если вы правильно угадали, или точнее даже не угадали, вы определили, потому что вы научились понимать скорость диска и скорость шарика, и вы уже знаете, что после броска он летит
в соотношении этих скоростей, мы этим занимаемся уже на протяжении многих лет. Да, это трудно, согласен. Нужно в себе воспитать это новое ощущение скорости. Это не просто, но это возможно. И на личных примерах я все это вам показываю. И если шарик остановился именно в этом диапазоне, да еще там, где его усилили, это будет, конечно, великолепно. Но есть еще интересная комбинация. Допустим, вам пришел профессиональный дилер, и вы пришел профессиональный дилер, и вы заметили, что в районе 21 у него почему-то пошла череда черных маленьких. А вы знаете, что, если вы знаете колесо, что с одной стороны у вас есть черные маленькие, красные большие, а с другой стороны, наоборот, черные большие, красные маленькие. И вы подсмотрели, и когда он сделал бросок, вы уже понимаете, что шарик идет именно в черные маленькие. А если у дилера поставлен бросок, очень внимательно отнеситесь к этой информации, он никогда не упадет в рядом в 21, там, 25 в красном, будет падать только в черные номера маленькие. И вы тогда ставите вот такую интересную ставку. И повторяете ее еще и в поле. И шарик крутится, крутится, крутится. Раз. И остановился, допустим, в номере 4. А у вас здесь стоит четверочка. Здесь идет. Здесь у вас утроение. Представляете, какая будет выплата? Даже если он выкатился, допустим, в красный номер большой. Все равно у вас будет плюсовой выигрыш. Или же, наоборот, он играет именно в красные большие, то есть, соответственно, вы ставите красные большие, и здесь же также делаете красные большие, и, как говорится, удачи вам в ваших ставках. А сейчас, друзья, давайте перейдем на другой стол. Я попробую обыграть зону 21. Посмотрите на это искусство. Спин, закрытая рука. Важно, точка вбрасывания шарика скрыта. Спин, открытая рука. Важно определить точку вбрасывания шарика.
Скорость шарика определяется только на первой секунде от начала броска дилера.